Есть узконишевые мотоциклы, а также модели, которые я уже обозревал, но вышел рестайлинг. В таких ситуациях полноценный обзор с путешествием делать не хочется, но иногда есть в байке любопытные детали, о которых хочется рассказать. Короче, новая рубрика. Без артхауса, без съемок с дрона, приключения на 5 минут. Первым пусть будет NX500. Это рестайлинг CB500X, который я уже обозревал. Чисто по спецификации это очень легкое обновление, легче на 3 килограмма, новая TFT приборка с пошаговой навигацией и трекшн контроль. Я, собственно, не об этом хотел поговорить. Мотоцикл кажется простеньким и непримечательным. Если говорить про Европу, за эти деньги можно купить более внедорожного китайца или даже более кубатурного, однако главная фишка NX500 в идеальной отлаженности всего для выполнения только тех задач, для которых он предназначен. В моем понимании это городской новичковый мотоцикл с возможностью куда-то изредка поехать на пару дней. Ничего большего он не предлагает, никакого намека на эндуро или типа того. И смотрите, в чем нюанс. Если хорошенько задуматься, большинство новичков именно под такие задачи мотоциклы покупает. Да и не только новички. Например, в прошлом году в Испании 74% опрошенных воспринимали мотоцикл как транспорт и только 14% как средство для путешествий. Да, под эти же задачки можно выбрать Naked, но я, например, больше люблю именно кроссовер. С одной стороны руль повыше, с другой стекло. Я всю поездку, кроме магистралей, на NX ездил с открытым визором с опущенной солнцезащитной шторкой. Очень приятное ощущение, на Naked после некоторой невысокой скорости приходится опустить визор, иначе под очки задувает. Даже с учетом того, что стекло на NX под средний рост, я бы себе повыше поставил. Я бы сказал, что это дело вкуса, но если посмотреть на скутеры, начиная со среднего сегмента, скутеры продаются только со стеклами, даже если смотреть электроскутеры, на которых путешествовать нельзя. Практичный народ рано или поздно приходит к стеклу, это удобно, просто факт. А еще есть большое количество европейцев, живущих в пригородах. Так вот, NX500 создан прежде всего как городской или пригородный мотоцикл, а китайские или индийские конкуренты все из кожи вон лезут, пытаясь казаться большим, чем они есть. Причем большим и в прямом смысле. У всех конкурентов, которых я щупал, рули шире. В среднем на 7 см даже у малышей типа BMW 310 GS или 390 Adventure. В городе узкий руль – большое преимущество, и очевидно, что NX – самый пролазный байк в классе. Да, у него зеркала шире, чем у многих, на примере с Гималайном хорошо видно разницу. Руль гималайца на 7 см шире, однако зеркала у него с каждой стороны на пару сантиметров уже руля. А у NX500 сам руль узкий, но зеркала с каждой стороны торчат по 5 см, в итоге разница по ширине зеркал между роялем и Хондой 8 см. Естественно, обзорность на Хонде на принципиально другом уровне. Или взять Benelli TRK 502. Он пытается казаться туристом, только к увеличенным габаритам еще и сверху 40 килограммов по сравнению с NX. Он чисто из-за веса проигрывает в городской эксплуатации. Или вот все китайцы с каждым поколением лезут в большую эндурность. Вот HDS на лите у нас исчезли, теперь только DSX, которые с каждым поколением все больше лезут во внедорожность. У CF Moto были классные порулежки 650 и 700 MT, а все, нет их больше, теперь это тоже тяжелый внедорожный турист, проигрывающий в городе. Объективно, большие колеса длинноходной подвески и увеличение клиренса только ухудшают управляемость в условиях города. А сколько покупателей маленьких кроссоверов реально на них съезжает с асфальта? NX остается весьма условным кроссовером с крайне посредственными внедорожными возможностями, фокус всегда остается на городской эксплуатации. Окей, как мы можем еще улучшить байк для рулежки? В этом поколении Honda перенастроила подвеску на большую жесткость, хотя и предыдущая была изумительна на асфальте, а колеса на NX500 на 1,5 килограмма легче предшественников. Это та самая неподрессоренная масса. В итоге еще более легкая и точная рулежка. Китайских конкурентов вроде много, а ведь кому нужен кроссовер для города, и взять-то сейчас кроме NX500 в Европе нечего. Самое время поехать за покупками в Формулу X. Помимо традиционных зимних скидок, последние месяцы до начала сезона интересны тем, что многие магазины уже затоварились экипировкой к весеннему буму продаж. И сейчас максимальный шанс найти идеальную экипировку в нужном размере и даже с перламутровыми пуговицами. Хотя в формуле и так громадное и постоянно растущее количество мотомагазинов, но сейчас выпадает шанс на пике возможностей. То же самое касается магазинов с новыми ИБУ мотоциклами, которых в Формуле X тоже множество. За месяц-два до начала сезона выбор шире.
Плюс зимой в формуле выставлены мотоциклы мотоспортсменов и известных блогеров, можно поразглядывать и пофотографироваться. Также напомню, что в формуле есть не только мотоциклы и экипировка, но и техника для активного отдыха, товары для охоты, рыбалки и туризма. А за акциями магазинов и мотоновостями можно следить в телеграм-канале Формула X. Увидимся в формуле. Мотоцикл – это про эмоции, но у разных людей потребность в разных эмоциях. Кто-то хочет взрывной динамики, кто-то услады для глаз и ушей. Я испытываю эмоции, когда чувствую, как точно работает мотоцикл. На NX я наслаждаюсь тем, какая ровная полка момента и плавная работа двигателя без чихания и лишних вибраций, как эталонно переключаются передачи и всегда находится нейтраль, какой легкий рычаг сцепления, как подвеска не обращает на себя внимания, какие эргономичные зеркала без дрожания, как идеально байк воспринимается по весу и развесовке на дороге, какая академичная геометрия, даже банально, как тактильно воспринимаются кнопки на руле. В нем все правильно и ничего не раздражает. Концентрированная формула Хонды. Никаких других эмоций от этого мотоцикла и не будет. Он нейтральный, как большинство Хонд. Натыкался на не самую свежую статистику о том, что в испанских мотошколах самый популярный мотоцикл для обучения на категорию А2 – это CB500. Помимо надежности, я думаю, такой выбор именно за счет точной и нейтральной настройки байка. Если во время езды на CB500 что-то не получается, это точно ошибка ученика, а не особенности мотоцикла. Примерно по тем же причинам для обучения на категорию А самым популярным байком был MT-07. Многое из сказанного относится ко всей линейке 500-х Hond, но с нюансами. Например, у 500-го Hornet руль ниже, поэтому более скукоженная посадка, ну и ветрозащиты нет. У CL500 или Rebel много стилевых штук, которые эталонную настройку портят. Например, на этих моделях убран второй тормозной диск спереди. Единственный диск не стал больше, нет, просто тормозов стало в 2 раза меньше, зато по ретро-канону. «Папа, мы будем медленнее ездить?» «Нет, сынок, мы будем хуже тормозить». Ну или нормальную подвеску заменили на устаревшую. Вместо перевернутой вилки не перевернутая, вместо моноамортизатора 2 классических. В общем, даже если путешествия не нужны, NX500 все равно по факту настроен лучше, как по мне. С точки зрения путешествий, так и вовсе сравнивать бессмысленно. Кстати, по сравнению с предыдущим CB500X, на NX переработана ветрозащита. Сейчас стекло стоит с более вертикальным углом, что хорошо, если ставить кастомный ветровик или прищепку. И в глаза лезть не будет, и, как правило, эффективнее работает, разбивает ветер дальше от головы. А еще я сейчас вас удивлю. На NX500 самая продвинутая аэродинамика в классе. Даже на кубатурных байках так редко заморачиваются, а тут новичковый байк с маленьким мотором, которому оно не сильно-то и нужно. Вот отсюда дует, чтобы шлем на скорости не дергало, раньше только маленькие отверстия были. Вот здесь большие вентиляционные отверстия, сюда воздух прогоняет. Здесь другой канал, воздух через морду проходит до коленей. Плюс здесь есть канал. И самые большие каналы вот эти. Вертикальные выходят отсюда, это чтобы мотоцикл стабильно стоял и не дергался на скорости, встраиваясь в поток. А горизонтальные каналы делают с одной стороны то же самое, а с другой стороны прижимают морду, чтобы воблинга не было. Признайтесь, пока я это все не показал, вы вряд ли бы заметили, что NX500 настолько отличается от одноклассников. Сделать скромную внешность при таком уровне инженерной проработанности – это фишка японских мотоциклов. И главное, смотришь на Хонду и понимаешь, как оно все работает. А смотрю я на Воджи и не понимаю, зачем нужен этот элемент. Там нет никаких отверстий, к нему нельзя ничего прикрепить, это просто декор ради декора, куда забивается грязь и от чего поток ветра возмущается. А вот эти вертикальные прорези на выходе воздушных каналов какую функцию выполняют, кроме лишних завихрений воздуха? А здесь с какой целью воздух направляют в обратную сторону? Плюс не знаю, что они клевать собираются, но на китайских конкурентах все рисуют длинные клювы, которые наоборот пытаются приподнять мотоцикл. На байке ход подвески выше 120 мм, отдел полепки клювов за работой. У Хонды клюва нет, аэродинамический NX500 изначально в лучшем положении даже без воздушных каналов. NX – короткий легкий мотоцикл, но из-за того, что байк не борется с потоком воздуха, а встраивается в него, на трассе NX стоит как более тяжелый и крупный мотоцикл, нет характерного болтания малокубатурников, что весьма повышает комфорт. Иногда говорят, чего я придираюсь к условному гималайцу, зажрался совсем. Колеса крутятся же. Крутятся, значит хороший мотоцикл. Все эти пластиковые кабель-каналы на Хонде дорого стоят?
Нет, затраты около нуля, зато на трассе NX относительно гималайца воспринимается космическим кораблем на фоне банки огурцов. Кто мешает индийцам и китайцам делать нормально? Я не предлагаю между этими байками выбирать, тем более в России NX стоит где-нибудь в районе 4 миллионов. Хотя, опять же, если говорить про Европу, в Испании на NX сейчас акция, и он стоит ровно как Himalayan у соседнего дилера, но я не об этом. Просто мысли вслух, чтобы вы понимали, за что я ругаю байки и к чему некоторым не мешало бы стремиться. И я, кстати, NX 500 никому особо не рекомендую даже в Европе, потому что чуть-чуть дороже есть NC, у которого тоже все хорошо в последнем поколении. А учитывая, что в Испании из-за местных особенностей по статистике половина мотоциклов покупаются в кредит, так иногда даже дешевле получается, и в этом случае большого смысла взять NX, а не NC в роли первого мотоцикла не вижу. Ежемесячные траты будут отличаться на 3 копейки, а разница в цене компенсируется при продаже. Мне кажется, идеальный сценарий, чтобы купить NX 500, это когда батя хочет купить сыну отличный новичковый мотоцикл для учебы, а потом сам на нем и катается. И еще в голове должно быть понимание, что не нужны никакие повышенные внедорожные возможности. На NX тоже и на бордюр заехать можно, и где-то на обычной грунтовочке проехать. NX достаточно, чтобы где-то в путешествии по проселку проехать десятки километров, чисто геометрической проходимости ему достаточно. Но это не тот мотоцикл, который нужно покупать ради внедорожных маршрутов. Есть загадочный для меня культ этих байков, которые в усмерть затюнинговывают, но я не вижу в этом практического смысла. Будет в итоге дороже, чем купить сразу более внедорожный мотоцикл с большей мощностью примерно в том же весе. И да, к NX с точки зрения городской езды я докопаться не могу, разве что напомню об очевидной новичковой динамике всех 500. Если же рассматривать как туриста, было бы неплохо подвеску с регулировками, было бы неплохо зарядку для телефона, было бы неплохо для дальников седло покомфортнее, регулировку ветровика, а самый идеальный вариант – это если бы на этом мотоцикле завезли и клатч. Если нравится новая рубрика, наведите какой-нибудь активности, бате ссылку на ролик скиньте в конце концов.